Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Смерть известного российского и казахстанского эстрадного певца Мурата Насырова, которая произошла 17 лет назад, до сих пор волнует российскую общественность и поклонников артиста, ведь до сегодняшнего дня ходило много противоречивой информации об истинной причине трагического события. По данным российских источников массовой информации, Мурат Насыров трагически погиб 19 января 2007 года. Якобы известный певец выпал с балкона 5-го этажа многоэтажного здания. Данная версия о трагической смерти Мурата Насырова просуществовала несколько лет, однако многие поклонники артиста, российская общественность, его друзья, близкие и просто неравнодушные люди не могли поверить, что жизнерадостный молодой артист Мурат Насыров мог стать жертвой несчастного случая. Однако так это или иначе, но спустя несколько месяцев после смерти Мурата Насырова в 2007 году уголовное дело о известном артисте было закрыто. Также была объявлена официальная причина смерти. Это был несчастный случай. Возможно, после этой информации можно было бы поставить жирную точку в деле о смерти Мурата Насырова. Артист погиб в результате несчастного случая. Однако в январе этого года антикоррупционный комитет Никиты Михалкова и Следственный комитет товарища Бастрыкина вновь открыл уголовное дело о смерти Мурата Насырова и начал свое собственное расследование, что в итоге и привело к самым шокирующим результатам. Мурат Исмаилович Насыров родился в 1969 году в городе Алма-Ате. Впервые на музыкальной сцене артист появляется на конкурсе «Ялта-91» и получает гран-при этого конкурса. В 90-е годы прошлого столетия Мурат Исмаилович Насыров записывает 4 сольных альбома и несколько раз становится лауреатом конкурса «Песня года» и «Золотой граммофон». Ну а в 1997 году Мурат Насыров достигает апогея своей музыкальной славы. Он выпускает легендарный хит «Мальчик хочет в Тамбов». Данная песня за короткое время становится настоящим народным хитом. Далее следует музыкальный дуэт Мурата Насырова с певицей Аленой Апиной. Мурат Исмаилович записывает несколько музыкальных песен, которые сразу же полюбились широкому зрителю. Это такие музыкальные произведения, как песни «Я – это ты», «Лунные ночи» и многие другие. За бешеную харизму, энергетику, импульсивность и жизнерадостность Мурата Насырова называют казахстанским Майклом Джексоном, и музыкальная карьера известного артиста стремительно идет вверх. Однако в начале 2003 года Мурат Насыров допускает роковую ошибку, которая впоследствии стоит ему жизни. Мурат Исмаилович знакомится с известной российской спортсменкой, чемпионкой мира по художественной гимнастике Алиной Кабаевой. В июле 2003 года Мурат Насыров приходит на чемпионат мира по художественной гимнастике, который проходит в Москве. Там он впервые видит Алину Кабаеву, моментально влюбляется и назначает первое свидание Алине Кабаевой. Уже много позже Алина Кабаева рассказывала, что Мурат Насыров был самым лучшим мужчиной в ее жизни, и она никогда не забудет роман с известным артистом. Молодые люди сразу понравились друг другу, и их роман растянулся почти на 3,5 года. К сожалению, отношения молодых людей проходили урывками из-за напряженного гастрольного графика Мурата Насырова и постоянных соревнований Алины Кабаевой. Мурат Исмаилович был настолько сильно увлечен своей новой пассией, что посвятил Алине Кабаевой отдельное музыкальное произведение – песню под названием «Алина», которую они вместе с Алиной Кабаевой исполнили музыкальным дуэтом.
С 2005 года Мурат Насыров и Алина Кабаева становятся неразлучной парой. О их романе говорят не только в Москве, но и во всей России. Мурат Насыров в свободное время сопровождает Алину Кабаеву во время спортивных соревнований, а сама Алина Кабаева часто бывает на музыкальных концертах артиста. Однако с начала 2006 года в жизни Мурата Насырова стали происходить очень странные события. В марте 2006 года Мурата Насырова неожиданно вызывают в Федеральную службу безопасности. Там известному артисту делают мягкий намек, что его отношения с Алиной Кабаевой крайне нежелательны. Мурату Насырову советуют закончить эти отношения и найти себе новое увлечение. Бесстрашный и импульсивный Мурат Исмаилович Насыров устраивает скандал в Федеральной службе безопасности, не слушает их совета и продолжает отношения с Алиной Кабаевой. В это же самое время Алина Кабаева впервые рассказывает Мурату Насырову о своем новом очень навязчивом поклоннике, уважаемом господине из самых высших эшелонов власти, который дарит Алине Кабаевой дорогие подарки и предлагает серьезные отношения. В то же время Алина Кабаева не называет Мурату Насырову имя этого господина. У Мурата Насырова и Алины Кабаевой происходит короткая размолвка, но спустя некоторое время они вновь возобновляют отношения. С середины 2006 года черные тучи сгущаются над Муратом Насыровым. Музыкальная карьера известного артиста стала стремительно идти вниз. Мурату Насырову не дают записывать новые музыкальные альбомы. Ему не дают места для выступления на центральном телевидении, а музыкальные концерты Мурата Насырова отменяются по всей стране. Мурат Насыров впадает в депрессию и часто говорит Алине Кабаевой о очень странных событиях. Мурат Насыров считает, что за ним установлена слежка, и он часто получает угрозы от незнакомых людей. Мурат Насыров и Алина Кабаева в связи с чрезвычайной ситуацией принимают решение уехать из России и поселиться в Турции. Они купили там небольшой домик у моря и билеты на самолет. Ну а вечером 19 января 2007 года состоялось последнее свидание Алины Кабаевой и Мурата Насырова, которое стало роковым. Мурат Насыров и Алина Кабаева отмечали праздник в одном из московских ресторанов. Молодые люди немного употребили спиртное и разъехались по домам. Когда Мурат Исмаилович Насыров подходил к своему дому, его остановил патруль милиции и доставил в участок. Милиции не понравилось, что Мурат Насыров был в состоянии алкогольного опьянения. Однако, узнав известного артиста, они отпустили его домой, но сопроводили до подъезда. Ну а дальше начинается самое странное, что многие годы беспокоило десятки тысяч поклонников Мурата Насырова. Консьержка дома, где проживает Мурат Исмаилович, сообщает артисту, что лифт не работает, и Мурату Насырову приходится подниматься пешком на 5-й этаж. Через несколько минут с балкона 5-го этажа раздается душераздирающий крик. А еще чуть позже из подъезда выбегают 2 человека, а тело Мурата Насырова остается лежать у подъезда дома. Данную информацию антикоррупционному комитету Никиты Михалкова и Следственному комитету товарища Бастрыкина удалось узнать в июле этого года, после допроса бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, который в тот момент находился в следственном изоляторе по делу о крупных денежных финансовых взятках. После 3 допросов Сергей Шойгу признался, что главным виновником и исполнителем преступления против Мурата Насырова является никто иной, как начальник службы федеральной безопасности товарищ Патрушев, который на тот момент был обычным майором. Сергей Шойгу признался, что он был в курсе нападения на Мурата Насырова, но не принимал в нем прямого участия. Главная роль отводилась товарищу Патрушеву.
Стоит отметить, что после трагической смерти Мурата Насырова карьера товарища Патрушева стремительно пошла вверх, и в скором времени он оказался в самых высших эшелонах власти. К сожалению, на данный момент не удалось выяснить, кто является главным заказчиком преступления против Мурата Насырова. На данный момент остается только догадываться и предполагать, кто отдал данный приказ товарищу Патрушеву. Светлая память Мурату Насырову, а нашим уважаемым зрителям самые лучшие пожелания с наступающим Новым годом!